Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, каких слова ни в коем случае фразы нельзя использовать. Потому что когда вы эти фразы говорите в отношении себя, вы говорите в отношении своего здоровья, вы тем самым привлекаете порчу, вы теряете свое здоровье, вы теряете свою красоту, вы теряете свои энергетические силы, а потом вы не можете понять, почему у вас проблемы с деньгами, почему проблемы в отношениях и так далее, потому что, друзья, это все совокупно влияет на вас в первую очередь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, и вы будете знать очень многое. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите: у меня прекрасное здоровье, истинно да будет так, и пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, друзья, давайте вместе с вами начинать. Слова, сказанные человеком в определенный момент его жизни, способны повлиять на человека. И нужно всеми силами стараться, чтобы они были правильными, и влияние, соответственно, было только положительным. Но не всем людям хватает на это сил и желания, так как легче разговаривать, так как ранее привычно было и ничего не менять, ведь для этого уже нужно потратить немало сил, при этом как физических, так и энергетических, быть готовым на эмоциональные какие-то неудобства, которые могли бы вызвать этот путь, так как не все сразу будут получаться, так как этого вам бы хотелось. Помните о том, что каждое слово, словосочетание и предложение, которое мы произносим, не только запускает определенные программы во Вселенную, которые порой просто невозможно остановить, но и программирует мозг, из-за чего перестают поступать нужные и сильные энергии. А иногда и весь организм перестает функционировать правильно, и эти события начинают наполнять жизнь данного человека и проблемами, и бедами, и неприятностями. И вместо того, чтобы думать, какое направление лучше выбрать, чтобы добиваться успехов, чтобы изменить что-то в лучшую сторону, человек начинает думать только об одном: как избавиться от всего того, что на него накопилось, начать жить спокойной и беспроблемной жизнью. Есть категория людей, которые смогли осознать всю силу слова и благодаря этому наполняют свою жизнь только нужными для них событиями, корректируют все то, что им не нравится, притягивают нужные энергии в определенный момент, используя их себе во благо. Они также умеют влиять с помощью слов на жизнь окружающих людей, действуя на их подсознание и чувства, так как нужно именно им. С помощью слов возможно помочь человеку преодолеть все трудности, возможно, наоборот, притянуть трудности в чью-то жизнь. Возможно, манипулировать, возможно, защититься или же доказать свою правоту. Это все только кажется очень простым, но даже люди, которые считают, что у них нет проблем со словарным запасом, порой ошибаются, так как для того, чтобы он был полным, нужно его постоянно пополнять. Для этого стараться как можно больше читать, что-то изучать. Мысли должны выражаться с легкостью и в любой момент осознав, что какое-либо слово не подходит и может причинить вред, нужно уметь его тут же заменить, а это совсем непросто. Ведь если так не получается, это уже приведет к тому, что на энергетическом уровне вокруг вас будут возводиться постоянные преграды, которые будут мешать вам спокойно жить, не дадут развиваться, двигаться в выбранном направлении, покоряя вершины, а самое страшное в этом все то, что вы же сами и будете возводить их по незнанию, а затем жалеться на свою судьбу и притягивать таким действием еще больше ненужного негатива. Если вы считаете, что не попадаете под эту категорию, что у вас в обиходе достаточно слов, выделите хотя бы один день для того, чтобы это проверить, и измените свои обыденные и привычные слова. Например, встретив знакомого, задайте иной вопрос: не «как твои дела?»,
а как твоя жизнь в целом. Когда у вас спросят, как у вас дела, не отвечайте, как обычно, нормально или хорошо, или плохо, а ответьте, например, великолепно, как обычно, грустновато. Если все будет получаться с легкостью, значит вы все делаете правильно. Но если возникнут трудности, то начинайте что-то менять, пока не поздно, и есть для этого время и возможности, которые дает вам Вселенная. Ведь вы хороший человек и способный ученик, а ошибаться свойственно всем. Главное вовремя это понимать и начинать действовать, меняя путь, а не идти до упора, пока не получится упереться в глухой угол, из которого выбраться уже не получится или будет достаточно сложно. Чем быстрее вы осознаете, что каждое сказанное вами слово или слова, произнесенные близким человеком или людьми из вашего окружения, влияют на вашу жизнь, тем быстрее вы начнете придавать им правильное значение. Вы осознаете, что сможете с помощью слов привлекать в свою жизнь только то, что вам нужно, и избегать негативных, злых людей, событий, бед и даже неприятностей. Очень часто мы считаем, что произносим какие-то слова, которые нужны для того, чтобы показать все наши эмоции. Например, «Я умру, если не куплю это платье». Вроде и понятно вашим подругам и вам, что сказано это в шутку, что ничего с вами не случится, если вы не купите это платье. Да, только расстроитесь, возможно, сильно, но энергию, которую вы с помощью этого слова впускаете в свою жизнь, уже ни к чему хорошему вас не приведет, так как несет это слово в себе энергию смерти, и когда она переплетется с вашей энергетикой, вы это ощутите. Начнут происходить различные проблемы со здоровьем. Вы станете попадать в самые неприятные ситуации, которые могут повлечь за собой очень неприятный этап и даже беду. Не стоит проговаривать и другие часто употребляемые фразы, которые содержат слово «смерть». Ну, например, «Я умру, если это случится». То есть вы запустили программу, и неважно, произнесли вы это выражение в хорошем контексте или же нет, результат будет нежелаемым, а проблемы непростыми. Глупым выражением, встречающимся особенно среди мужчин, является выражение «да чтоб я сдох, если я это сделаю», или же в радостном контексте «да чтоб я сдох, как же мне повезло». С этим человеком происходит несчастный случай, который приводит его же и к гибели, ведь он запустил свою программу и радуется тому, что это случилось, или же должно случиться. Также вы с кем-то поругались, пришли домой или встретились с близким человеком, рассказываете о случившейся ситуации и говорите, ее слова были произнесены как ножом по сердцу. Вот вы таким нелепым выражением высказали свои эмоции, а приведет вас это уже к проблемам сердечно-сосудистой системы. А если будете часто это употреблять, то даже к тому, что могут начаться уже более серьезные проблемы, при которых потребуется операция на сердце. Не нужно проговаривать и такие выражения, как «брать близко к сердцу», «у меня сердце разрывается» или «ранили прямо в сердце» или «мне разбили сердце». Дело в том, что рано или поздно эти слова приведут вас к инфаркту или к замене сердечного клапана. Когда на работе не все гладко, руководитель не хочет слышать того, что вы пытаетесь до него донести, и старается подстроить вас под себя, так как ему не нужны идеи, креативность, а нужно удобство, чтобы он мог все контролировать. А вы в сердцах произносите «только и делает, что кровь мою пьет», или же «думала не выдержу, всю кровь мою выпил». Эти фразы не только притянут в вашу жизнь ненужный негатив, но и проблемы с кровью. Еще к этому относится фраза такая «от ужаса кровь в жилах стынет». Или, что еще хуже, «я так испугалась, что кровь в жилах остыла». Данное выражение говорит само за себя. Опасным для жизни не только для того, кому это относится, а и к тому, кто его произносится, является проклен, чтобы кровью умылся. Никогда такого не проговаривайте, так как избавиться от последствий и избежать беды не получится. Люди, к сожалению, не всегда задумываются о том, что же они говорят вслух. А ведь если бы сказанному придавалось большое значение, и перед тем, как сказать все слова и выражения были обдуманы, то ничего из подобного ни один человек не произнес бы вслух. Ведь кто бы стал самостоятельно призывать проблемы со здоровьем в свою жизнь?
Не стоит забывать и о том, что каждая мысль в голове материальна, и что придет время, когда это все осуществится, испортив жизненный этап, а порой даже и целую жизнь. Время, в которое они произнесены, эмоции, с которыми сказаны, играют также не последнюю роль, ведь когда они идут эмоционально и от души, то это быстрее привлекает негативные энергии, а с ними и беды. Давайте мы еще поделимся с вами примерами, которые в повседневной жизни, возможно, причинят вам вред. Поэтому, если что-то подобное есть в вашем обиходе, меняйте эти слова и никогда не произносите. Итак, этим сыта по горло, или не перевариваю, не по нутру, воротит от этого, тошнит от него или от нее. Любое из этих выражений приведет к проблемам с желудочно-кишечным трактом. А когда это произойдет, сказанные вами слова и в тот же миг всплывут в памяти и напомнят о себе. Не стоит рисковать и делать то, о чем со временем придется пожалеть. Такие фразы, как «меня это раздражает», приведет к проблемам с нервной системой. Человек станет раздражительным, а это чувство начнут вызывать даже пустяки, что приведет к тому, что испортятся отношения уже с окружающими людьми. Или «меня это злит», «меня это бесит». Эти слова приведут к тому, что тот, кто их произносит, не сможет контролировать свои эмоции и станет вспыльчивым. Или «я долго ломаю над этим голову», или «как головой об стенку бьюсь», или «это моя головная боль», или «голову мне выкручивает». Это притянет сильные головные боли, мигрень, проблемы с психикой, депрессию, апатию, нежелание браться за какие-то новые дела, бессонницу, а также и другие проблемы, которые могут быть связаны с мозгом и с головой в целом. Или «я не хочу это слышать», или «лучше бы я этого не слышала», или «слуха нет, так как в детстве медведь на ухо наступил». Все говорят эту фразу. Но вы должны понимать о том, что это приведет к тому, что слух ухудшится, а со временем он и вовсе может ни с того ни с сего пропасть, так как данному человеку будет казаться, и как он будет описывать это в дальнейшем. Но ведь это он не хотел слышать. Отправлял посыл, и Вселенная услышала и дала ему то, что он хочет. В данном случае он больше не будет слышать. То же самое касается любимых фраз, связанных с глазами. Ну, например, «чтобы я тебя больше не видела», или «видеть это не желаю», или «темно, хоть глаза выколи», или «вырви глаз», «смотреть на это противно». Знаете, это приведет к проблемам и болезням, связанными с глазами. Если вы будете по отношению к кому-то из своей родни или же близких, знакомых проговаривать такие фразы, как «бесхребетный», «кривой», «сколько можно на шее сидеть», «бестолковый», стоит знать, что когда у этого человека начнутся проблемы с позвоночником или с шеей, в этом виноваты будете уже вы, так как вы направили к нему негатив, который неблагоприятно сказался на его жизни и принес данные проблемы. Часто у людей начинают болеть ноги, воспаляться вены. Они ходят по врачам, а те не могут назвать причину этого всего. Когда они начинают анализировать слова и выражения, которые произносят вслух, или же кто-то их наталкивает на данную мысль, получается, что они часто проговаривают такие слова, которые становятся потом причиной их болезней. Например, «ноги не ходят», «валюсь с ног», «дрожь в ногах». Как только эти слова уходят из обихода, и начинают с ними исчезать возникающие проблемы. Или выражение «кожа как прозрачная», «тонка кожей», «зудит». Это приведет уже к кожным заболеваниям, особенно таким, как псориаз и экзема. Неврозы способны пробудить фразы «не морочь мне мозги», «пропади ты пропадом». Если будут часто вестись разговоры о еде, глядя на фотографии в интернете, и будут возникать такие мысли, что вот бы это мне бы съесть, или у меня слюнки текут, не захлебнуться бы от увиденного, то знаете, что это рано или поздно приведет к тому, что начнет появляться лишний вес, даже при том, что будут соблюдаться все диеты. От него не будет возможности избавиться, лишние килограммы будут и будут нарастать, что в результате приведет к ожирению, а с ним и к последствиям, которые он повлечет. Или такие фразы: от этих заданий один геморрой, или этот человек сплошной геморрой, или геморройное задание, или занятие. Знаете, это способно навлечь на вас геморрой, поэтому если не хотите столкнуться с ним, никогда не произносите их.
В ссоре часто произносятся такие фразы: «Ты мне надоел», «Ты можешь хоть немного не быть собой», или «Не живи и не надоедай», или «Не делай уже ничего, надоело», «Хватит жалеться, ничего с тобой не будет». Все эти фразы не только разрушают энергетическое поле того, кому они сказаны, но и жизнь данного человека, так как перекроют энергетические каналы, которые отвечают за его жизнь и за поступление светлых энергий, которые улучшают ее, делают беззаботной, стабильной и успешной. Не стоит произносить фразы, которые изначально напитаны негативом и связаны с чем-то нехорошим, ведь от этого ни в коем случае не будет никакой пользы ни тому, кто их говорит, ни тому, кто находится рядом. Эти фразы способны притягивать разрушительные энергии, которые влияют в большинстве случаев на человека со слабым энергетическим полем, и в большинстве случаев это дети или люди в возрасте. Все подобные выражения стоит менять на положительные и на такие, которые сделают вашу жизнь только лучше, здоровье крепче, поэтому старайтесь в гневе вообще ничего не проговаривать. Посчитайте в момент, когда сильно злитесь, и за это время вы не только успокоитесь, вы обдумаете все то, что намеревались сказать вслух, и, что немаловажно, уже не наделаете непоправимых ошибок. Недаром от наших предков к нам пришло выражение: перед тем, как отрезать нужный кусок, несколько раз отмерь. Это говорит о том, что если поспешите, то поступок будет таким, что исправить его уже будет невозможно. Ведь отрезанную ткань, даже если пришить, ничего хорошего с этого уже не будет. Целой она не станет никогда, даже если сильно постараться. Так и со словами, сказав, изменить еще возможно порой, если вовремя начать действовать, а исправить уже нет. Поэтому с помощью слов притягивайте в свою жизнь только светлые и положительные энергии. Влияйте на нее положительно. Пусть она будет полна счастья, добра, света, удачи, стабильности, как финансовой, так и духовной, денег, благополучия, а все неприятные моменты и жизненные ситуации пусть обходят вас стороной. А правильно подобранные слова с положительной и сильной энергетикой вам без труда в этом помогут. Девочки и мальчики, подумайте над этими словами, которые мы сегодня с вами говорили и поделились в этом видео. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили. А на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.